Эту информацию мне рассказал местный житель, что глубоко в лесу есть закрытый объект, тюрьма, в которой лечили зэков от туберкулеза. Еще на подходе я заметил вдалеке силуэт человека, который спешно прошел в сторону ворот, а чуть позже в здании раздался шум и грохот. Было видно, что тюрьма часто посещается неизвестными, но кто они? Обычные граждане или преступники, скрывающиеся от закона в глухом лесу? Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. По этой дороге туда кто-то шел вдалеке. Или мне показалось, или не показалось, как думаешь? Ой, братик, не знаю, тут все тут в лесу, и хрен его знает. Ну ты не видел там кто-то проходил вдалеке, нет? Ну я тень такую видел, что вот так, Да, знаешь, что голова было? как будто Что-то туда. да, как будто что-то налево ходило, Да, а там да, вход налево. Короче, Тарас пошел вперед посмотреть, если там кто-то. Я иду за ним сзади. Вроде махает рукой, говорит, что там все нормально пока что. Человек, который шел впереди, пока что не обнаружен. Вот нам показалось, а может быть не показалось. Короче, ребята, вот такая больница, тут окон нет. Ну, чтобы вы понимали, тут были металлопластиковые окна. И тут была война, и походу их повыбивало. Чтобы никто не пролез. Возможно... Ребята! Это, чтобы вы понимали, блок для заключенных, туберкулезных больных. Видите, тут все в колючей проволоке. Тут сидели заключенные, больные туберкулезом. Серьезно, сюда кто-то зашел. Сюда кто-то заходил. Да, посмотрим, тихо. Так, я вроде никого. Больные эти нарики. Марик не надо. Непонятно. Ну тут лес. Тут может даже быть и какой-то диверсант, и хуй пойми кто вообще. Потом давай аккуратненько, я пойду вперед. Смотри, вышка смотровая, как будто на ней кто-то сидит, так показалось вначале. Давай посмотрим на это помещение. Просто если там кто-то есть, сзади, если кто-то зашел, мы его услышим, быстро уйдем. Тут нет ничего. Блин, было бы интересно туда залезть. Так, ребята, там за стеной кто-то ходил. Давай посмотрим туда. Какие-то звуки были. Ладно, идем вовнутрь, заходим. Подожди, надо фонарь взять. Так, ребята. Давай. Опа. Параша. Это, ребята, первый этаж. И он разрушен достаточно. Тут война была. Больница, видимо, пострадала во время войны. Может быть, где-то рядом взрывы были, видите. Поразбивал окна, повыбивало, блин.
Так, тот человек, который заходил, или нам показалось, или нам показалось. Потому что если он зашел, то он мог выйти либо на ту сторону, либо же подняться на второй, либо третий этаж. Ладно. Там выбиты окна. Скільки тут? Дивись, скільки тут цих. Ё-моё. І Слушай, а оно не заразно туберкулезом это все дело? Вытяжка тут была какая-то, ребят, смотрите. Сняли мотор, сняли статор, ротор, щитовую разобрали. Але довго тут не знаходитись я не рекомендував би взагалі. Ребята, напишите в комментариях. Там еще одна вышка. Да? Да. Кто тут есть? Шаги были. Кто есть, выходи. Слышал? Да. Вы такой вдалеке. Да, как будто кто-то убежал что-то. Да нет, кто-то затаился. — 2004 год. Чтоб ты понимал. Да не может быть такой, что... Вот. Четвертый... 2004, да? Она и работала после четвертого. Да, ну это походу его... Просто забыли поменять календарь. Иди сюда. Тут походу кто-то жил. Да, тут жил кто-то, смотри. И тут кто-то нормально так обжился. Хера себе. Щиточки. Лучше ничего не трогай. Мало ли тут может что-то быть заминировано после войны. Лучше ничего не трогать. Так, посмотрели и все. Тут война была недалеко, и может быть все что угодно заминировано, потом лучше ничего не трогать. Вообще ничего не трогать. Быть максимально аккуратным. Ладно. В шкафы заглянем аккуратно так. Опа, тут шкафы, слушай, полные. Так. Ты говоришь, чувак, а для чего ты описание? Что тихо? Там подвал есть, посмотри. Тут вот там. Нет подвала. Ничего нет. Там тихо. Я что предлагаю? Чтобы сэкономить время, ты в этой посмотришь второй этаж.
А я пойду посмотрю третий этаж. Да, давай. Короче, если тут какие-то шаги либо на улице, либо внутри кто-то там есть, ты мне что набирай. Хорошо. Бля, тут 4 этажа, оказывается. Ну, чтобы мы не разделялись. Или 5 этажей, смотрите. Второй, третий. А это третий. О, блядь. Ладно. У меня мурашки по коже, видите? Есть кто тут? Сука. Ребята, тут зэки спали. Вот шкаф, кровати, столы перевернутые. Кто-то тут что-то искал. Опа, там дырка. Туда мог кто-то уйти. В лесу. Что за Это ты, Тарас? Тарас. Катя, ты походу кто-то закинул через окно. Какую-то палку. Сука. Ти чув це? Взрыв какой-то, кто-то какую-то хуйню закинул через окно. Да, да. У мене там як бахнуло, я в шоці. Блять, палку какую-то закинули. Какую-то сюда я заходил в кабинет, а кто-то херню какую-то закинул Я через чув, окно, я чув, блядь. чувак, я там знизу, я хотів тобі подзвонити, а зв'язку не було. Прийшлось тебе шукати. Давай осмотримся тут. Тут до хера от закрытых дверей. У мене теж там внизу, я не всі двері. А мы сейчас давай вернемся к тебе, потому что мне тут стрёмно, пи***ц. Пипець. И взрывы какие-то, я не Ну, знаю, это- взрывы рядом. Це- В лесу это стрёмно, пи***ц. Я взял с собой, если что, кому-то нахер. Фу, стрьомно. Я в кімнату забіг, типу, поняв, спрятатись, і тобі хотів подзвонити, але зв'язку не було. Взагалі.
Так, знову так. Звідти. Кто там, выходи, Придержи меня. И с напугай этого. Так хтось шниряє просто, я не знаю, хтось питається нас так психологічно довести. Блін. Да. Я думаю, мы накручиваем себе. Можливо, ну просто я реально чув такий звук. Я тоже слышал, как будто кто-то вот так вот. Да, да. От в цій стороні, можливо, зверху. Кстати, может, Ти був сверху. тут? Ти був зверху? Ні. В цій половині? Там еще два Я знаю. этажа. Ну, на зовнішньо я бачив, що тут 4 поверхи. Ладно, давай посмотрим комнаты и пошли туда. Кто-то есть, ребята, тут кто-то есть. Кто-то, возможно, на верхних этажах, а может быть и нет, просто тут несколько лестниц. Я мог спокойно куда-то убежать или уйти. Ну, там должны быть выдачи. Я не смотрел на цены, но там должны быть. Ребята, машина к нам едет какая-то. Какого хера она сюда едет? Слушайте. Сюда прям едет машина. Собаки на нее гавкают. Я очень надеюсь, что к нам никто не приедет. Машина какая-то к нам едет. Сюда? Да. Слышишь? Идем выше, поднимемся, чтобы было лучше видно. И собаки так бывают. Гавкают собаки. Вот нас кто-то заметил, вызвал полицию или еще кого-то. Внимательно смотри, там кто-то был. Опять там был. Что там? Не, поехал, значит. Так, где там едет? Не, ну вроде поехал, Вроде да. проехал, ладно. Ну, стрёмный чувак. Смотри. Обрушочено как. Ух ты, блин. Накаляется так. Знаешь, с каждым этажом накаляется такая... Да? Где? Опа, смотри, тамбур. Ладно, ты иди налево, ты иди направо, иду налево. Опа. Тут кто-то жил. Блять, воняет тут. Блядь. Анальгин. Шмотки какие-то. Что-то случилось, повыбивалось, все поломалось. Ходит он. Ого. Жизнь Вовам. Было написано «Жизнь ворам», а теперь «Жизнь Вовам». Чтобы вы
понимали, это импровизация антенны телевизионной. Такая вот тема. Тут, походу, была камера. Тут жили. Или развлекались. Скорее всего, тут даже телевизор смотрели. Знаете, как в больницах есть камера для развлечений. Камера, комната для развлечения. Туда приходят больные, там проводят время. Вот пульт от телевизора. Вот, собственно говоря, и телевизоры. Дивись, тут ці військові, напевно, вички, бачиш? Что? Військові для сержанта це Военные? Когда-то военная атрибутика, мы тут какие-то военные были, посмотрим сейчас. Лычки или что? Ось. Ось лежить, да. Подивись, можливо, я путаю. Ось. Ні? Чи ні? Чи я путаю? Так, це вони. Ты уверен? Я не знаю. Вішались на погони, не то. Ну они пластмассовые такие какие-то, я не знаю. Может быть оно, может не оно. Блін. Я не думаю, что это оно, хотя... Дивись, бро. Ще й замітив той факт, що бачиш, свіжа вода розлита. Да, Вона кстати, абсолютно ребята, смотрите, воды нету, а тут она разлита, свежая вода. Це свіжа вода, вона так не висихає, як сказати. Бля, тут же кто-то лазил. Да. Вполне мог где-то что-то тут жрать. Військова форма, бачиш? Военная форма. Точно, це Кстати, да. російська. Может быть и российская, не знаю. Дубок. Это дубок. У нас такой не носят, у нас пиксель. И ключ, смотри. Село машини. Чуєш? Может, это патрули какие-то едут? Уходим. От окна уходим. Где-то рядом. Где она едет, сука? Тут. Ехал. А там дорога рядом какая-то, да, вроде старая. Ну ця, що ми йшли, да. Тут лазит, тут лес, ну хуй. Короче, ребят, разъездились с машины, хер пойми почему. Тут взагалі ми вже. Мы это патрули какие-то. І вона по-любому зупиняється, поняв? Вона зупиняється, стоїть. Остановилась. Ладно, давай быстро смотрим 4-й этаж и будем... Залізні кроваті такі жорсткі. И военная форма меня удивила. Может, кто-то был ранен, его тут подлечивали на заброшке. Можливо, диверсанти якісь. Какие-то диверсанты, что ты хочешь, могут быть. Це військова російська форма. І вички ці, сержант якийсь, можливо, я не знаю. Может быть, сержант, я не знаю. Але вони не наче так, я не знаю. Еще там налито, ептель. Монітор. Какой монитор налито? Я не Свіже замітив налито. одразу ж. Свежо налито, ребята. І бач, вона веде в тут кімнату. Вот это было бы что-то интересное. Стул был. Ладно, идем на следующий Добре. этаж. Отут покажи. Опа. Да, тут реально, ребят, кто-то жил. Подожди, опять военная форма? Это военная форма. Где? Я сейчас брать, да, мне в руки. Аккуратно бери, потому что она может заминирована быть, что хочешь. Если щелчок услышишь, просто... Военная форма. Военная форма. Тоже. Это дубок. Тільки трошки інше, але в них И форма. срал кто-то недавно. Фу. Недавно, блядь. Твою мать. Это доказывает лишний раз то, что, сука, кто-то тут лазит, епта. Мать. Значит, кто-то тут недавно жил. Обувь, блин. Бля, кто может жить на заброшке, в которой... А и водой кто-то припасался, видишь?
Угу. Водой запасался кто-то, значит, кто-то тут долго жил, ребята. Вот, водные бутылки из-под воды. Это очень плохо, потому что означает, что мы тут явно не одни. И, наверное, кто-то сюда приходит время от времени. Ти там... Я там посмотрел, там нет ничего интересного. Ладно, идем наверх, будем уходить отсюда. Останній поверх, друзі. Отут, якщо що, то він там, наверху. Так слышу кто-то. Беги, я взял, беги, блядь. Сука. Кто там, сука, выходи, ёпта. Слышал взрыв? Да. Что, блядь, происходит вообще? Аж камера перекривилась, блядь. Не знаю. У меня сейчас сердце колотится, братик. У меня то же самое, хуйня. Ладно, иди туда, смотри, а тут и все, это, блядь, последний этаж, нахуй, уходим отсюда. Блядь. Взрывы, машины ездят. Что это такое, блядь? 100 баксов, блядь? А, это сувенирная сотка. Ребят, кто-то что-то кидал, но... Пока никого. Не знаю, вот тут у нас из-под ног что-то выпало, но я не думаю. Бля, ну за дверью кто-то, сука. Опять вода. Что это было? Я не знаю, можливо, це внизу щось бахнуло. Пошли вниз, все. Все, походу, блядь. Ебаная вода налита, смотри. І там налито теж. Ладно, идем. Сейчас с камеры посмотрю. Там все нихуя не видно. Опа. Там был шум, блядь. Кто там? Выходи, сука! Я крюк ебу, сейчас туда пишем, не знаю. Воно закінчиться, блядь. Стой. Смотри, наверх сейчас пришибут сверху еще. Так, забор выскакиваем, все. Короче. Уходим отсюда. Немножко что-то отлегло, да, сердце. Там, блядь, был кто-то?
Кто-то ходил. Так ми облазили всі кімнати, де він прятався? Я думаю, это падла какая-то с первого этажа заходила. Там же там дырка в заборе была. Я ее подснял, покажу тебе. Это была дырка в заборе, это падла, наверное... У меня руки так, у меня руки так трясутся, У меня блядь. тоже немножко. На лестнице, помнишь? Что-то как бахнет, Эти еще взрывы в лесу тоже как-то напрягают, блядь. и это... Короче, идем, все. Все, ребята. Я надеюсь, вам выпуск понравился. Мы отсюда свалим, потому что очень скоро начнет темнеть. Я не хочу тут оставаться. Подписывайтесь на канал, короче. Ставьте лайк. И надеюсь, я доберусь домой живым и здоровым. Чтобы вы понимали, мужик вокруг лазил. Подошел к нам, сделал вид, что он заблудился. Хуй тут лазит, блядь. Может быть, это и он тут кидал что-то, нас пугал. Место он не знает, он не местный. Что брать? Это не местный. Не знает местность. Я понял. Я тоже Может не быть, это он тут кидал что-то. Лазил. А на що йому це треба? Я больше не знаю, что тут. Уж тут в глухом лесу только мы вдвоем и какой-то мужик. Ладно, это может быть догадка, может быть правда, может быть неправда. Пишите в комментариях, как вы думаете, а мы пошли, короче.